Толпа в нью-йоркском автовокзале гудела, словно пчелиный рой, разогретый летним солнцем. Пространство было наполнено шумом и запахами. Горькая струя свежесваренного кофе смешивалась с едкой нотой выхлопных газов от автобусов. Сквозь гул прорывались металлические голоса диктора, но тут же тонули в криках водителей и скрипе чемоданных колес. Лили стояла в тени бетонной колонны, крепко сжимая в руках сумку, и пыталась удерживать внимание на табло, где в бегущей строке мигали номера рейсов. Взгляд случайно зацепился за фигуру пожилой женщины с аккуратным пучком седых волос. Она опиралась на трость и тщетно пыталась поднять массивный чемодан на высокие ступени платформы. Ремень чемодана врезался ей в ладонь, плечи дрожали от усилия. Мимо проходили люди, кто-то торопился к автобусу, кто-то разговаривал по телефону, не замечая происходящего. Лили вышла из тени и, не раздумывая, подхватила багаж. Женщина представилась как Мэриан, и Лили узнала, что та ждет родственников, которые задерживаются. Через несколько минут громкоговоритель объявил, что рейс Лили отложен на неопределенное время. Мэриан предложила переждать у нее дома. Внутреннее сомнение быстро уступило место усталости, и Лили согласилась. Черный седан, мягко урча мотором, повез их за пределы города. Сквозь окна проплывали однообразные кварталы, сменяющиеся просторными пригородными улицами. Дорогу обрамляли ухоженные газоны, клумбы с цветами, старые деревья, раскидывающие широкие тени. Наконец автомобиль свернул на гравийную аллею, ведущую к особняку, утопающему в густой зелени. Дом казался застывшей картинкой из старого фильма. Белые колонны, каменный фонтан с играющими струями, кусты, подстриженные до идеальной формы. Внутри особняк встретил прохладой и запахом полированного дерева. Под сводами холла мерцала хрустальная люстра, а мраморный пол отражал мягкий дневной свет. На пороге появился высокий мужчина в строгом костюме, чьи внимательные глаза задержались на Лили чуть дольше, чем можно было бы ожидать. Ее проводили в кабинет, стены которого были заставлены книгами в темных переплетах. На письменном столе лежала старая фотография, молодая женщина с ясным взглядом, удивительно похожая на Лили, и мальчик рядом. Это была ее мать, а мальчик — мужчина, который сейчас стоял перед ней. Он рассказал о том, что мать умерла много лет назад, оставив Лили наследство, и что Мэриан все это время помогала в ее поисках. На стол лег плотный конверт с пожелтевшими письмами и ключом, тяжелым и холодным на ощупь. Говорили, что он открывает шкатулку, в которой хранится правда, не успевшая быть произнесенной. Еще вчера Лили жила привычной жизнью обычной девушки, а сегодня оказалась наследницей семьи, о существовании которой даже не догадывалась. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.